Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры и долгие стримы, и сегодня я расскажу вам о смартфоне, который вы все прекрасно знаете, это Xiaomi 13T. На него уже был полноценный обзор на канале, на него очень часто приходят скидки с официальных каналов. Сейчас, кстати, у меня идет еще розыгрыш iPhone 15, смотрите в описании, какие условия. По большому счету у нас еще идет Черная пятница, то есть у нас уже идет вторая по значимости распродажа на Алиэкспрессе, будет еще китайский Новый год, будет еще много всего, но под конец года, в декабре, мы вряд ли что-то суперское увидим. Актуальность, наверное, этого обзора в том, что Xiaomi часто выгружают какие-то девайсы на Global, будь то Poco или еще что-то подобное, и на них стоит обращать внимание, потому что в эти деньги это топ. Опять же, это мое субъективное мнение. Напишите, кстати, может быть, кто-то этот телефон уже приобрел, и у вас есть какое-то к нему отношение, позитивное или негативное. Телефон своих денег стоит. На него было уже два обзора на лайв-канале, на основном канале тоже был обзор с примерами фото и видео. В моей личной телеге есть примеры фотографий и видео в нежатом виде. Смотрите, оценивайте. Начнем. Ролик, в котором я перечислял 10 причин купить Xiaomi 13T Pro, уже на канале. А сегодня я хотел бы перечислить 10 причин, по которым я бы советовал обратить внимание на младшую модель этой линейки, а именно Xiaomi 13T. Напоминаю, что смартфон поставляется с хорошим комплектом, в который входит ключ для извлечения слота под 2 нано-сим-карты, силиконовый чехол, сам смартфон, кабель с USB-A на Type-C и блок питания на 67 Вт. А у старшей модели имеется поддержка быстрой зарядки до 120 Вт. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Это 5 Mi Band 8 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Подписывайтесь с колоколом. Не забываем, что у меня еще iPhone 15 разыгрывается. Вчера на стриме набили почти 2500 лайков. Нам нужно 5000 лайков на этот стрим, и тогда на Новый год на стриме я его разыграю. Условия в ролике по ссылке в описании. Перейдем же к смартфону. Полетели. Первой причиной является наличие инфракрасного порта ИК-порт. Согласен, что для большинства пользователей данная функция не актуальна. Но с учетом того, что не все производители устанавливают подобный функционал в свои смартфоны, ИК-порт в 13T является хоть и маленьким, а для многих это прям must-have, но преимуществом перед остальными смартфонами других брендов. Ко всему куда удобнее, когда под рукой есть универсальный пульт дистанционного управления бытовой техникой. Главное один раз понять, как это работает. Вторая причина — это водонепроницаемость класса IP68, что прямо вау. Стандартно для большинства смартфонов с этой влагозащитой. Я топил 13T, смарт не погиб, с ним было все хорошо и через какое-то время тоже, в отличие от Apple iPhone 14 Pro, который у меня утонул при тесте, и Samsung Galaxy Z5 Flip, который у меня тоже с IPX8 утонул, к слову. Хотя погиб он после обзора, но все равно неприятно. Третья причина — это эргономика веса материала. Данная причина является основной, так как смартфон — это не устройство, которое будет лежать на полке, а вы будете его с собой носить и держать в руках постоянно. Весит смартфон без чехла 200 граммов, а габариты 162 на 75 на 85 миллиметров. Дизайн смартфона практически копия 13T Pro, а тот, в свою очередь, копия Redmi K60 Ultra, как мы помним. Качество сборки хорошее, материалы тактильно приятные, тыльная часть в черной расцветке выполнена из стекла с глянцевым покрытием, а рамка смартфона пластиковая. Корпус, к сожалению, марки, с одной стороны. С другой стороны, вы однозначно будете все это дело носить в чехле. Лежит 13T в руке удобно, пользоваться одной рукой можно, но смартфон не компакт. Летим дальше. Четвертая причина, которая является также основной, это экран. Xiaomi 13T оснащен AMOLED-дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 2712 на 1220 пикселей, поддержкой Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG и технологии Always On Display. А вот, к слову, здесь полноценный, за что им огромный плюс, потому что они часто играются с обрезанным Always On дисплеем. Шим у экрана не поднимается выше 15%, в Xiaomi по большому счету и придумали этот DC-диминг, результат хороший для подобного экрана. Плотность пикселей 446 ppi, яркость у экрана топовая, к примеру, в пике яркость экрана достигает 2600 нит, а на 100% яркости без функции автоматической регулировки яркости экран выдает 800 люксов. И это прям тоже очень круто. Частота обновления экрана максимум 144 Гц с автоматическим режимом, но не устаю напоминать, что в стоке 144 Гц практически нигде не работают. Конечно, можно все завести через костыли, если в этом есть для вас необходимость, но каждый раз, когда вы заводите через костыли что-то, что может влиять на температуру процессора, на автономность, то задайте себе вопрос, почему сам производитель заблокировал в каких-то приложениях подобную герцовку. Мультитач, конечно же, есть, и экран, в отличие от iPhone, откликается на 10 касаний одновременно без проблем. А все айфоны не откликаются, если вы играете в 6 пальцев, расскажите кому-то другому, что айфоны лучше
лучшие для игры устройства. Пятая причина, разумеется, это установленное железо. Процессор установлен MediaTek Dimensity 8200 Ultra с техпроцессором 4 нанометра с 8 ядрами. Максимальная частота у него 3,1 ГГц. Графический процессор стандартный обвес Mali 610, оперативка у нас LPDDR5, как всегда на выбор 8 или 12 гигабайт. Внутренняя память UFS 3.1, хотелось бы выше, но вот так. На 256 гигабайт имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6 версии, поддержка eSIM, поддержка 5G, 4G сетей ниже. Для 4G 7 и 20 бенды на борту. Я не видел 13T или 13T Pro не на глобальной версии, и у всех, скорее всего, будут бенд. Кто-то говорит, что еще в Индии бывает Xiaomi появляется, и можно на них нарваться, а там уже бенды не все, так что аккуратнее. Bluetooth чип установлен последний 5.4, NFC поддерживается, можно устанавливать MRP и оплачивать покупки NFC модулем. В отличие от айфонов, все посмеялись, и в отличие от последних пикселей, посмеялся я. Смартфон показал хорошие результаты в синтетических тестах, к примеру, в Geekbench 6 в сингл-коре 1113, в мультикоре 3741, в Antutu выдал результат 872 тысячи попугаев, Storage Test показал отличный результат для этого типа памяти 82 тысячи. Шестая причина — это аккумулятор. Емкость аккумулятора 5000 мАч, в PC-марке на 144 Гц при максимальной яркости экрана. Смартфон выдал космические 7 часов 27 минут, это круто для подобных условий. Заряжается он от родного адаптера питания за 5 минут на 23%, за 10 на 35%, за 27 на 60% и за 42 минуты на 85%, за час до 100%. В играх с одновременным стримингом на Твиче уходило 28, что, к сожалению, является слегка выше, чем средний результат, но плюс-минус. Помним, что это MediaTek, он ест много. Седьмая причина, по которой стоит купить Xiaomi 13T, это операционная система MIUI Global 14. На базе Android 13 версии, разумеется, будет обновление этих дел, и отмечу, что лично для меня данная система не идеальна, но благодаря тому, что я тестирую большое количество смартфонов от компании Xiaomi, я могу однозначно сказать, что улучшения в ПО появляются регулярно, а комьюнити, люди, которые используют Xiaomi, у них форумы, ветки и помощи, кастомные прошивки, их просто море. А когда у тебя такая фан-база, любой девайс можно довести до идеала. Восьмая причина — качественный вибромотор с приятной тактильной отдачей и возможностью регулировать силу вибрации, а также хорошие стереодинамики с технологией Dolby Atmos, предустановками звучания в настройках и кастомным эквалайзером. Для повседневного использования подобного звука более чем достаточно, но также хочу вам напомнить, что все минусы или какие-то мелочи есть в полноценном обзоре по ссылке в описании, плюс читаем комментарии, потому что это не лучшие стереодинамики, не лучший вибромотор на рынке, но мы помним, что это не флагман, правда? Девятая причина, разумеется, это камеры. Также, учитывая стоимость, они действительно хороши. Основной сенсор Sony IMX 607 на 50 мегапикселей с оптостабом, сверхширик на 12 мегапикселей с апертурой 2.2 и телефотосенсор на 50 мегапикселей с апертурой 1.9. Запись видео доступна, к сожалению, в максимальном разрешении 4К 30 FPS, нет 60 FPS. Фронтальный сенсор на 20 мегапикселей с углом обзора в 78 градусов и апертурой 2.2. Находится он в верхней части экрана по центру в небольшом вырезе. Максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 30 FPS. Но, как всегда, помним, что у меня на лайв-канале есть примеры того, как я гонял эти смартфоны в играх, плюс примеры того, как я гонял эти смарты по основной камере обзора одним кадром, притом не только на этот смартфон. Смотрим, делаем выводы. Последняя причина, из-за которой я решил поделиться с вами основными плюсами Xiaomi 13T, это, разумеется, цена. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, брать только во время сейлов. Не забывайте подписываться на телеграм-канал скидок, там вбиваете название девайса и видите динамику цен. Понятно, что оно зависит от курса доллара все, но все равно, и еще от желания производителя продать. Телеграм-канал взаимопомощи, вы прописываете там ПТЗ, что вам надо, и 16 тысяч человек, из них 6 тысяч человек минимум всегда смотрят это дело в течение недели, вам стараются помочь. И мой личный телеграм-канал. Резюмируя, смартфон Xiaomi 13T, как и старшая модель данной линейки, отличный выбор. Всем огромное спасибо за просмотр, от меня девайсу повторное да. Смотрите подробный обзор по ссылке в описании. Долгий, мучительный, но с комментариями пользователей. Спасибо за просмотр, добра и удачи вам, дорогие друзья.